So before we recite Srimad Bhagavatam, we offer our respectful obeisances unto the Srimad Bhagavatam. Итак, перед чтением Шримад Бхагаватам мы в глубоком почтении склоняемся перед ним. Srimad Bhagavatam is said to be non-different from Krishna, literary incarnation of Krishna. Поясняется, что Шримад Бхагаватам не отличен от Кришны, это и является его литературной инкарнацией. And it says Srimad Bhagavatam is holding down all of the religious principles in the age of Kali Yuga, especially. И поясняется, что Шримад Бхагаватам поддерживает религиозные принципы, в особенности в Кали-югу. Hearing daily Nityam Bhagavata Sevaya is one of the most important limbs, topmost 5 limbs of bhakti. И ежедневное слушание Шримад Бхагаватам является одним из самых 5 важных аспектов преданного служения Бхагаватам. Srimad Bhagavatam is considered the highest of all of the Vedic literatures. Шримад Бхагаватам считается наивеличайшей всей ведической литературой. Because it gives direct information of Lord Krishna and the loving relationships between Krishna and his dear devotees. Потому что он дает прямое понимание о Кришне, а также о любовных взаимоотношениях Кришны и его чистых преданных. It's the essence of all of the Vedic literatures, the conclusions, the cream has been contained there within Srimad Bhagavatam. И это суть всей ведической литературы, это просто сливки, которые были собраны в Шримад Бхагаватам. And it says one who has felt satisfaction from its nectarian mellow will never be attracted to any other literature. И здесь поясняется, что тот, кто испытал влечение к его нектарным повествованиям, никогда не привлечется ничем другим. If we just get a nice taste doing sadhu sangha, hearing Harikatha, especially Srimad Bhagavatam, will not be attracted to any other literature or anything else. И поясняется, что если мы должным образом почувствуем вкус и влечение в саду санги, слушая Кришна-катху, то мы никогда не привлечемся никакой другой литературы и вообще ничем другим. And until we get purified, we'll not get that nice taste. И до тех пор, пока мы не очищены, мы не можем получить этот замечательный So вкус. hearing Srimad Bhagavatam is the means and it's the end. Поэтому слушание Шримад Бхагаватам является как средством, так и конечной It's the целью. means of purification. Это средство очищения. But also the Paramahamsas, the liberated souls, they're also relishing Srimad Bhagavatam. Но также парамахамсы, освобожденные души, они испытывают вкус, слушая Шримад Бхагаватам. So if we get a nice taste in hearing Srimad Bhagavatam, we'll not be interested in Maya anymore. Поэтому, если мы обретем хороший вкус слушания Шримад Бхагаватам, мы никогда не будем больше заинтересованы в майе. We need a serious higher taste, isn't it? Нам необходим серьезный, высший Without вкус. experiencing higher taste, we cannot let go of lower taste. Если мы не испытаем высший вкус, мы не сможем оставить низшего вкуса. So that taste will come by hearing Srimad Bhagavatam. Этот вкус придет к нам через слушание Шримад And we Бхагаватам. need to get that taste. И мы нуждаемся в том, чтобы Otherwise, получить we этот won't give вкус. up this taste for Maya. В противном случае мы не сможем оставить вкус от майи. Very difficult to give up that Maya. Это очень сложно оставить майю. So we need mercy from Srimad Bhagavatam that will be able to taste it, to relish it. И поэтому нам нужна милость Шримад Бхагаватам для того, чтобы испытывать наслаждение, вкус Шримад That will Бхагаватам. enter deep inside of our ear and consciousness will be able to experience Srimad Bhagavatam. Чтобы он вошел глубоко в наше слушание, в наше сознание, чтобы мы могли испытывать этот Шримад Бхагаватам. If we receive mercy of Bhagavatam, then all of this darkness will be gone. Если мы получим милость Шримад Бхагаватам, тогда вся тьма отступит. All this material contamination will be destroyed. Все материальные осквернения будут разрушены. All fear, anxiety, illusion will be completely destroyed, uprooted. Все страхи, беспокойства и иллюзии будут полностью вырваны с корнем. And this loving devotional service will be established within our А heart. также это любовное преданное служение будет утверждено в And нашем Krishna, сердце. another name for Krishna is Rama, is the reservoir of all pleasure. И другое имя Кришны это Рама, источник всего наслаждения. And therefore Krishna will flood the heart and consciousness with his own spiritual pleasure. И тогда Кришна, он преисполнит наше сердце этим духовным экстазом, And сознанием. especially hearing the Srimad Bhagavatam. И в особенности, когда мы слушаем Шримад Бхагаватам, This is food for our soul. это является пищей для нас, как для души. You came also from Siberia, isn't it, to get some food for your soul? Вы ведь тоже приехали из Сибири для того, чтобы получить пищу для своей души, правильно? You were very much eager to get food for your soul. Вы были устремлены, чтобы получить эту пищу для души. And you were
he was saying, where is it? Where is it? И вы Isn't it? спрашивали, где этот вкус, где он? And looking everywhere for that. И вы везде искали его. And Krishna, he's Paramatma Chaitanya Guru in your heart. He knows, my devotee, he's looking to associate with me by hearing this nice Harikatha Krishna Nam. И Кришна, как Чайтя Гуру, Параматма в сердце, он знает, сейчас мой преданный, он стремится ко мне, он хочет обрести этот вкус, он ищет меня. So by Krishna's arrangement, he gives you opportunity to come to hear the Srimad Bhagavatam Harikatha. И в соответствии с планом Кришны вам была дана возможность приходить на Шримад Бхагаватам и слушать эту Кришна-катху. Because you are hankering for it. Потому что вы стремились к этому. If we're not hankering for it, we'll not be able to taste it. Если мы не стремимся к этому, тогда мы не сможем испытывать We'll not вкус be able этого. to experience it. Мы не сможем испытать это. And if we don't experience it and taste it, then how will give up Maya? И если мы не будем испытывать этот вкус, то каким образом тогда мы сможем How оставить will we give up майю? all of these other nonsense Каким образом мы оставим все разные другие глупости, desires? How will we get rid of it? материальные желания? Как мы This из is них освободимся? Это вот каким And образом мы how will we become освобождаемся? attracted to И Krishna? каким образом мы привлекаемся к Кришне? We don't know Мы Krishna, не знаем Кришну. isn't it? We Разве cannot не see так? Krishna, we cannot hug Krishna, we don't know Мы Krishna. не можем видеть Кришну, мы не можем обнять Кришну, мы не узнаем Кришну. So how are we going to be attracted and attached to Krishna? И каким образом мы привяжемся и привлечемся к Кришне? It begins with becoming attracted and attached to hearing about Him. Это начинается тогда, когда мы начинаем привязываться, слушая о нем. When we hear about Him from proper source, Когда мы слушаем о Кришне из достоверного and источника, Krishna manifests there within that katha, и Кришна проявляет себя в этой it's a Кришна-катхе, very, very practical experience. это очень практический опыт. And one can feel the change in one's И consciousness. личность может испытывать изменения в своем сознании. The example is, this is food for the soul. И поясняется, что это есть пища для души. Just like if a man is starving, he needs some food, right? Если человек голодает, он нуждается в пище. As soon as he starts eating it, then he can feel that he's satisfied, his nourishment. This nourishment is giving nourishment to the body, and he's becoming completely satisfied by that food. Как только он начинает кушать, он начинает сразу же испытывать насыщение и удовлетворение, кушая эту пищу. So we cannot fool the soul. Поэтому мы не можем одурачить душу. Everyone can tell you this is nectar, this is food for your soul. Каждый может сказать тебе, это нектар, это пища для души. Aren't you relishing it? Разве ты не наслаждаешься этим? But we should ask, is it really food for the soul? Is it really reaching and satisfying my soul? Однако мы должны задаться этим вопросом, это действительности пища для души, это действительности доходит до меня как до души. And if we're able to receive mercy of Srimad Bhagavatam, then we'll have a spiritual experience. И удовлетворяет меня как душу. И если мы слушаем Шримад Бхагаватам должным образом, то мы тогда должны получить этот духовный Our опыт. heart and consciousness will be cleansed. Наше сердце, наше сознание будут очищены. And Krishna will flood the heart. The Bhagavatam, Krishna will reciprocate in the heart with his devotee. И Кришна затопит это сердце через Шримад Бхагаватам, он будет отвечать нам And взаимностью. that's very tangible, practical experience. Это ощутимый практический опыт. This is the attraction to Harikatha. Вот это привлечение Харикатху. This is our beginning attraction to Krishna. Это наше начальное влечение к Кришне. This is where it starts. Это то, где это начинается. So we have to become attracted and attached to hearing and chanting about Krishna. И поэтому мы должны привлечься и привязаться к Кришне через слушание и повествование о And нем. it's not happening in the beginning because we're still in jaundice condition. И это не происходит в начале с нами, потому что мы болеем But желтухой. if we continue to keep hearing and purifying the heart and consciousness, eventually we'll be able to nicely just take it as pure nectar all the time. Однако, если мы будем продолжать должным образом слушать и повторять о Кришне, то тогда мы получим этот замечательный образ, замечательный опыт нектара Кришны. This will be like a drug. Шрила Прабхупада сравнивает это с Then наркотиком. you'll be chasing after that drug. Ты будешь бежать за этим наркотиком. You'll be chasing after that experience. Мы будем стремиться к этому опыту. Where is Sadhu Sangha? Who can speak this Harikatha, Krishna-katha? I need it. If I don't get it, I'm going to die. I'm going to go mad. Где это саду санга, где они произносят эту Кришна-катху? Если я не получу этого опыта, я просто помру. This is where we begin to get attracted and attached to Это Krishna. то, где мы начинаем привлекаться и привязываться к Кришне. And especially if we receive mercy from Srimad Bhagavatam, we'll have that spiritual experience. И в особенности, если мы получим милость Шримад Бхагаватам, у нас будет этот духовный опыт. We will become attracted and attached to И Krishna мы будем привлечены и привязаны к Кришне through this process of hearing Srimad через Bhagavatam. этот процесс слушания Шримад Бхагаватам. So we offer our respectful obeisances to the Srimad Bhagavatam. Поэтому мы в глубоком почтении склоняемся перед Шримад Бхагаватам.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So reading in Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 2. Итак, мы читаем с вами Шримад Бхагаватам, первая часть, глава 2. This divinity and divine service. Она называется «Божественность и божественное служение». And we are on text 12. И сегодня у нас стих 12. Translation and purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарии Шрилы Прабхупады. The seriously inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes that absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti. Серьезно устремленный ученик или мудрец, наделенный знанием и отречением, осознает эту абсолютную истину, совершая преданное служение в соответствии с тем, как он услышал это из Веданта Шрути. Комментарий Шрилы Прабхупады. The absolute truth is realized in full by the process of devotional service to the Lord. Абсолютная истина осознается в полной мере благодаря процессу преданного служения Верховному Господу. Whose name is Vasudeva, the personality of Godhead. Чье имя также Васудева, Верховная Личность Бога. Who is the full-fledged absolute truth. Которая в полной мере является абсолютной истиной. Brahman is his transcendental bodily effulgence. Брахман является его сиянием, исходящим от его трансцендентного тела. And Paramatma is his partial representation. А Параматма является его частичным представителем. As such, Brahman or Paramatma realization of the absolute truth is but a partial realization. Таким образом, осознание Брахмана и Параматмы является частичным осознанием. There are 4 different types of human beings. Абсолютной истины. Существует 4 вида разных людей. The karmis, Карми, the jnanis, гьяни, the yogis, йоги and the и devotees. преданные. The karmis are materialistic, Карми — это материалистичные личности. whereas the other 3 are transcendental. Тогда как другие 3 являются трансценденталистами. The first class transcendentalists are the devotees who have realized the Supreme Person. Высшие трансценденталисты — это те преданные, которые осознали высшую личность. The second class transcendentalists are those who have partially realized the plenary portion of the Absolute Person. Трансценденталисты второго класса — это те, кто осознали частичное проявление Верховного Господа. And the third class transcendentalists are those who have barely realized the spiritual focus of the Absolute Person. А трансценденталисты третьего класса — это те личности, которые едва ли смогли осознать начало трансцендентной жизни. As stated in Bhagavad Gita and the other Vedic literatures, the Supreme Person is realized by devotional service. Как утверждается в Бхагавадгите и другой ведической литературе, Верховная Личность Господа осознается преданными. Which is backed by full knowledge and detachment from material association. Осознается преданным служением, которое подтверждается трансцендентным знанием и отречением от материальных привязанностей. We have already discussed the point that devotional service is followed by knowledge and detachment from material association. Мы уже обсуждали с вами тот аспект, что преданное служение Верховному Господу, за ним, естественно, следует знание и отречение от материального общения. As Brahman and Paramatma realization are imperfect realizations of the absolute truth, Точно так же, как осознание Брахмана и Параматмы является несовершенным постижением абсолютной истины. so the means of realizing Brahman and Paramatma, Также и средства, которые приводят нас к осознанию Брахмана и Параматмы. the paths of jnana and yoga, are also imperfect. Путь гьяны и путь йоги также являются несовершенными. The imperfect means of realizing the absolute truth. Они являются несовершенными методами постижения абсолютной истины. Devotional service, which is based on the foreground of full knowledge, Преданное служение, которое основано на полном знании, combined with detachment from material association,
вместе с отречением от материального общения, and which is fixed by the oral reception of the Vedanta Shuddhi, и которое утверждено через восприятие звука от Веданта Шрути, is the only perfect method by which the seriously inquisitive student can realize the absolute truth. является единственным методом, благодаря которому личность может постичь абсолютную истину. Devotional service is not therefore meant for the less intelligent class of transcendentalists. По этой причине преданное служение не предназначено для трансценденталистов низших классов. There are three classes of devotees, Существует три уровня преданных, namely first, second, and third class. а именно преданные первого класса, второго и третьего. The third class devotees are the neophytes who have no knowledge and are not detached from material association. Преданные третьего уровня — это неофиты, которые не обладают трансцендентным знанием, а также отречением от материального. But who are simply attracted by the preliminary process of worshiping the deity in the temple. Но кто просто привлечены предварительным процессом поклонения божеству в храме. They are called material devotees. Они известны как материалистичные преданные. It's Kanishtarika, it's Prakrita Bhakta. Это, конечно, дикари или пракрита бхакты. Material devotees are more attached to material benefit than transcendental profit. Материалистичные преданные больше привлечены материальным благом, нежели трансцендентным благом. Therefore, one has to make definite progress from the position of material devotional service to the second class devotional position. Поэтому личность, находящаяся на третьем уровне преданного служения, безусловно, должна прогрессировать дальше для того, чтобы достичь второго уровня преданного служения. In the second class position, the devotee can see four principles in the devotional line. Достигнув второго уровня преданного служения, преданный становится способным видеть четыре принципа в духовной жизни. Namely, the personality of Godhead, А именно Верховного Господа, His devotees, Его преданных, the ignorant, невежественных, and the envious. а также завистливых. One has to raise himself at least to the stage of a second-class devotee, Личность должна возвыситься, по крайней мере, до преданного второй категории. and thus become eligible to know the absolute truth. И таким образом стать достойной постичь абсолютную истину. A third-class devotee, therefore, has to receive the instructions of devotional service from the authoritative sources of Bhagavata. Поэтому преданный третьей категории должен получить авторитетные наставления из таких достоверных источников в преданном служении, как Шримад Бхагаватам. Authoritative sources of Bhagavata. Авторитетных источников Бхагаваты. The number one Bhagavata is the established personality of devotee. Первый Бхагавата — это утвержденная личность, преданный, It's called Bhakta Bhagavata. и он известен как Бхакта Бхагаватам. And then the other Bhagavatam is the message of Godhead. И другой Бхагаватам — это послание Господа. The third class devotee therefore has to go to the personality of devotee, the Bhakta Bhagavata, in order to learn the instructions of devotional service. Поэтому преданный третьей категории должен обратиться к преданному Бхагавате для того, чтобы обучиться у него наставлениям в преданном служении. Such a personality of devotee is not a professional man who earns his livelihood by the business of Bhagavatam. Такая личность не является профессиональным чтецом, который зарабатывает себе на жизнь, читая лекции по Шримад Бхагаватам. Such a devotee must be a representative of Shukadeva Goswami, like Sutta Goswami. Такой представитель должен быть представителем Шукадева Госвами, подобно Сути Госвами. And must preach the cult of devotional service, the all-around benefit of all of the people. И он должен проповедовать этот культ преданного служения для того, чтобы дать благо всем людям, находящимся рядом. A neophyte devotee has very little taste for hearing from the authorities. У преданного неофита едва ли есть какой-то вкус для того, чтобы слушать из достоверного источника. Such a neophyte devotee makes a show of hearing. Эти преданные неофиты вовлекаются в шоу слушания. He hears from the professional man just to satisfy his own senses. Они слушают от чтецов, профессионалов просто ради удовлетворения своих чувств. This sort of hearing and chanting has spoiled the whole thing. Такая форма слушания и воспевания свело всю эту практику на нет. So one should be very careful about the faulty process. Поэтому личность должна быть осторожна в отношении этих ложных процессов. The holy messages of Godhead
святые послания Верховного Господа, as inculcated in the Bhagavad Gita or in the Srimad Bhagavatam, в соответствии с Бхагавад-гитой и Шримад Бхагаватам, are undoubtedly transcendental subjects. безусловно, являются трансцендентными темами. But even though they are so, such transcendental matters are not to be received from the professional man. Но даже несмотря на это, такие трансцендентные темы не должны получаться от профессионала, Who spoils them as the serpent spoils milk simply by the touch of his tongue. которые оскверняют это, подобно тому, как и змея оскверняет молоко своим ядовитым языком. A sincere devotee must therefore be prepared to hear the Vedic literature like the Upanishads and Vedanta and the other literatures. Поэтому искренний ученик должен быть готовым слушать такие ведические писания, как Упанишады, Веданты и подобные им, Left by the previous authorities or Goswamis for the benefit of his progress. которые были оставлены предыдущими Госвами для того, чтобы прогрессировать в духовной жизни. Without hearing such literatures, one cannot make actual progress. До тех пор, пока мы не слушаем авторитетов, мы не можем осуществить существенный прогресс в духовной жизни. And without hearing and following the instructions, И не слушая, и не следуя наставлениям, the show of devotional service becomes worthless and therefore a sort of disturbance in the path of devotional service. шоу преданного служения бессмысленно и является препятствием на пути преданного служения. Unless therefore devotional service is established on the principles of Shruti, Smriti, Purana and Pancharatra authorities, До тех пор, пока преданное служение не утверждено на авторитете Шрути, Смрити, Пуран и Панчараты, the make show of devotional service should at once be rejected. такое показное преданное служение должно быть отвергнуто сразу. An unauthorized devotee should not be recognized as a pure devotee. Неавторитетного преданного не следует признавать как чистого преданного. By assimilation of such messages from the Vedic literatures, Пожиная такое послание из ведической литературы, one can see the all-pervading, localized aspect of the personality of Godhead within his own self constantly. усваивая это послание трансцендентной литературы, личность становится способной видеть верховную личность Бога, находящуюся в ее сердце. And this is called samadhi. Это известно как самадхи. Om Jnana Tamranda Shakananjana Shalakaya Chakshamitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Shrimate Govinda Swami Namre. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namre. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nevishesha Shunyavani Paschata Deshatarane. Touch Chadhana Munayo Jnana Vairagya Yuktaya Pashantyatmani Chatmanam Bhaktya Shuta Gritaya. Translation. Перевод. The seriously inquisitive student or sage, Серьезно пытливый ученик или мудрец, well equipped with knowledge and detachment, наделенный знанием и отречением, he realizes the absolute truth by rendering devotional service. осознает абсолютную истину, совершая преданное служение. In terms of what he has heard from the Vedanta В Shruti, соответствии с тем, чему он обучился из Веданта Шрути. so, this is talking, Prabhupada says in the purport, how the absolute truth is realized by the process of devotional service. Итак, в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, каким образом абсолютная истина осознается в процессе преданного служения, Beginning with hearing about Krishna. которое начинается со слушания Кришны. The devotional service of the Lord is the only way by which the Lord reveals himself to the heart of the devotee. Преданное служение – это единственный способ, каким образом Господь являет себя в сердце преданного. The karmis, the jnanis, and the yogis, they cannot understand Krishna. Krishna does not reveal himself in his full-fledged position. Для карми, гьяни и йоги Кришна не являет себя в полностью проявленной форме. Krishna says, Tesham satata yuktanam bhajatam pratipurvakam. Only by devotional service can I be known.
Кришна говорит: «Тешам сатата юктанам баджатам прити пурвакам». Только благодаря преданному служению человек может So знать unless меня. one performs devotional service, one cannot understand the absolute truth. До тех пор, пока личность не совершает преданное служение, она не может постичь абсолютную That истину. Vasudeva Krishna, his personality of Godhead, Васудева Кришна является Верховным Господом. is the full-fledged absolute truth. Он является в высшей степени полностью проявленной абсолютной истиной. Brahman, Paramatma, and Bhagavan. These are the three features of the absolute truth. Брахман, Параматма и Бхагаван – таковы три проявления абсолютной истины. But the Brahman is the transcendental bodily effulgence of the Lord. Однако Брахман является сиянием, исходящим из трансцендентного тела Господа. So that is partial realization. Поэтому это частичное сознание. And that Paramatma, that is the localized aspect of the Lord situated within the heart of every living А entity. Параматма – это локализованный аспект Верховного Господа, который находится в сердце каждого живого существа. That is also partial. Это также частичное сознание. So the Gyanis and the Yogis, they cannot understand the Bhagavan feature or the absolute truth. Гьяни и йоги не способны осознать это полностью проявленную личностную природу Господа. Only the devotees, the bhaktas, pure bhaktas can understand Krishna. Только преданные, чисто преданные бхакты могут постичь Кришну. Others have a imperfect system and therefore imperfect or partial realization. Другие личности имеют несовершенную систему, и по этой причине их осознание несовершенно. So devotional service is the means of the process to understand the absolute truth, to understand God. Итак, преданное служение является средством, благодаря которому личность приходит к постижению Господа. And Krishna, he reveals himself through the process of devotional И service. Кришна являет себя через процесс преданного служения. We read in the morning from the Srimad Bhagavatam, glorification of the Srimad Bhagavatam. По утрам мы читаем с вами прославление Шримад Бхагаватам. Simply by giving oral reception to this Vedic literature. Просто внимая на слух эту ведическую литературу. The feeling for loving devotional service to Lord Krishna, Чувство любовного преданного служения Господу Кришне, the Supreme Personality of Godhead, является верховной личностью Бога. sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion, and fearfulness. Сразу же прорастает в сердце, гася по пламя скорби, иллюзий и страха. So devotional service means Shavanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Achanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam, Navada Bhakti, ninefold processes of bhakti. This is devotional service. Итак, преданное служение – это шаванам, киртанам и так далее. Это 9 процессов в преданном служении, навада бхакти, By which Krishna reveals himself to his devotees. в рамках которого Кришна являет себя своим And преданным. Prabhupada says the first and most important aspect of that service is to hear Shravanam. И Шрила Прабхупада объясняет, что первым и наиболее важным аспектом в этом преданном служении – это слушать. It says simply by hearing, giving our reception to the Srimad Bhagavatam Vedic literature, И здесь поясняется, что просто слушая эту ведическую литературу Шримад Бхагаватам, this feeling for loving devotional service to Lord Krishna, it manifests within the heart. это чувство преданного служения любовного Господу Кришне сразу же прорастает в сердце. It automatically sprouts up in the heart simply by the process of hearing. Это автоматически прорастает у нас в сердце просто благодаря процессу слушания. And it extinguishes the fire of lamentation, illusion, fearfulness, all of this contamination is completely destroyed through this process. И такой процесс сразу же гасит пламя иллюзий, скорби, страхов через этот процесс слушания. In the purport, Srila Prabhupada says there are various senses of which the ear is the most effective. И Шрила Прабхупада поясняет, есть разные чувства, из которых ухо является самым важным. So we have all of these different senses, but the ear is the most effective sense. Итак, у нас есть разные чувства, из которых ухо является самым важным. This sense works even when the man is deep asleep. Такое чувство работает даже тогда, когда человек находится в глубоком One сне. can protect himself from the hands of an enemy while awake, Личность может защититься от врага, когда он не спит. but while he's asleep, one is protected by the ear only.
Однако, когда человек спит, его защищает только ухо. The importance of hearing is mentioned here in connection with attaining the highest perfection of life. Важность слушания подчеркивается здесь как средство достижения высшего совершенства в жизни. So this is the purport today is talking about how devotional service, especially hearing, is the means by which Krishna reveals himself. И в сегодняшнем стихе говорится о том, каким образом вот этот процесс слушания является средством, в рамках которого Кришна являет себя нам. The importance of hearing is mentioned here in connection with attaining the highest perfection of life. Важность слушания здесь упоминается в смысле достижения высшего совершенства в жизни. What's the highest perfection of life? Что является высшим совершенством в жизни? Who knows? Кто знает? To satisfy Krishna. Yes, to get Krishna, right? Да, обрести Кришну. To get Krishna prema. Обрести Кришна прему. No sleeping. Никакого сна. Alright? Хорошо? No sleeping in this class. Не нужно спать на нашей лекции. If you sleep, then you make offense to the Srimad Bhagavatam. Если вы спите, тогда вы наносите оскорбление Шримад And you Бхагаватам. won't get mercy from the И вы Bhagavatam. не получите милость Шримад Бхагаватам. Alright, so pray to stay alert, to stay conscious. Поэтому молитесь, чтобы быть в состоянии сознания, Then чтобы we не receive засыпать. mercy. И тогда вы сможете получить милость. Alright? Хорошо? If you get really tired, better you stand up И если вы по-настоящему устаете, то тогда лучше встаньте на ноги, rather than fall asleep. вместо того, чтобы падать That way you в won't спячку. commit some aparat. Таким образом вы не будете наносить аппаратхи. Okay? So, and we have to pray for mercy to be able to hear this. И мы должны молиться о милости для того, чтобы быть способными услышать это. Because this is the means of purification Потому что это является средством очищения, by which we can realize the absolute truth. благодаря которому мы можем осознать абсолютную And истину. by which we can attain the highest perfection И of life. благодаря чему мы можем достичь высшего совершенства в жизни. It continues that everyone is full of lamentation at every moment. И здесь продолжается объясняться, что каждый преисполнен скорби в каждое мгновение. We're lamenting like anything, isn't it? Мы скорбим как никогда. Why we did what we did, Почему мы сделали то, что мы сделали? right? We're lamenting, oh, I can't get what I want, Или мы скорбим, я не могу получить то, что я хочу. right? So we're constantly just lamenting at every moment, Prabhupada Мы says. постоянно скорбим, Шрила Прабхупада говорит, каждое мгновение. Because he's after the mirage of illusory things. Потому что мы стремимся к иллюзии материальных вещей. So the mind is producing all of this mirage of material or enjoyment, sense enjoyment. Он производит эти разные миражи чувственных наслаждений. And he's always afraid of his supposed enemy. И он всегда переживает перед так называемыми врагами. This fearfulness. Этот страх. These are the primary symptoms of material disease. Это первый признак материальной болезни. And it is definitely suggested herein that simply by hearing the message of the Srimad Bhagavatam, И здесь предлагается, что просто слушая послание Шримад Бхагаватам, one gets attachment for the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. личность обретает привязанность к Верховной Личности Бога, Шри Кришне. And we discussed that before when we were glorifying the Srimad Bhagavatam, how by simply hearing the message of Bhagavatam, one becomes attracted and attached to Krishna through that process. И мы до этого, прославляя Шримад Бхагаватам, уже говорили с вами о том, каким образом через этот процесс слушания человек начинает привлекаться и привязывается к Кришне и к Шримад Бхагаватам. And as soon as that happens, then all the symptoms of the material disease, it disappears. И как только это происходит, тогда все симптомы материального заболевания сразу же рассеиваются. So this loving devotional service, Prabhupada continues, to the Lord. It begins with hearing about the Lord. И Шрила Прабхупада продолжает, что это любовное, преданное служение Господу начинается с слушания о Господе. This is how we develop our loving devotional service towards Krishna, is by hearing about Him. Это то, каким образом мы развиваем свое любовное, преданное служение Кришне, слушая о Нем. And there's no difference between the Lord and the subject matter heard about Him. И нет разницы между Господом, а также темами, которые мы слушаем о So there's Господе. no difference between Krishna and Krishna's name. Нет разницы между Кришной и святым именем Кришны. There's no difference between Krishna and krishna-katha.
Нет разницы между Кришной и Кришна-катхой. It's non-different. Это они не So if отличны. you become attracted and attached to the name and hearing about Krishna, that means you're becoming attracted and attached to Krishna directly. И если мы привязываемся к слушанию повествования Кришны, к Его святому имени, это означает, что мы привязываемся непосредственно к Кришне. Does that make sense? Это понятно? This is how we become attracted and attached to Krishna, is by becoming attracted and attached to hearing and chanting about Him. Это то, каким образом мы развиваем свою привязанность к Кришне через развитие своей привязанности и влечение к повествованиям Его святому имени. Therefore, hearing about Him means immediate contact with Him by the process of vibration of the transcendental sound. Поэтому это слушание о нем означает прямое вхождение в контакт через посредством этого трансцендентного звука, в котором повествуется о нем. So if we hear with rapt attention, it means we're actually directly associating with Krishna by hearing His holy name and hearing the transcendental sound vibration of Harikatha Krishna. Если мы слушаем с неослабленным вниманием эту звуковую вибрацию, это означает, что мы непосредственно входим в соприкосновение с ним через Кришна-катху или через слушание Его святого имени с неослабленным This вниманием. brings the soul into immediate contact with Krishna Это сразу же приводит душу к прямому контакту с Кришной through the process of hearing about Him. через процесс слушания о нем. By hearing the subject matter of Srimad Bhagavatam, Когда мы слушаем темы Шримад Бхагаватам, which is non-different from Krishna, которые не отличны от Кришны, this false complexity of materialism is destroyed. тогда эти ложные концепции материализма разрушаются. And real peace in the society and in the heart begins. И истинное умиротворение в обществе начинается. Baba says the conclusion is that simply by hearing the Vedic literature, especially Srimad Bhagavatam, И Шрила Прабхупада говорит, заключение таково, что просто слушая послание ведической литературы, в особенности Шримад Бхагаватам, one can have direct connection with the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna. личность может входить в прямой контакт непосредственно с Кришной. And thereby one can attain the highest perfection of life by transcending all of these worldly И miseries. благодаря этому контакту личность превосходит все эти мирские страдания. So when we attach to Krishna in the form of hearing about Him, we automatically transcend the miseries of the material world. Когда мы привязываемся к Кришне в форме слушания повествования о нем, мы сразу же превосходим все эти страдания материального And мира. therefore all of the illusion, the misidentification, and the fear and anxiety is completely И destroyed. поэтому все иллюзии, все страхи и неправильное отождествление себя разрушаются. This is the effect of associating with Krishna through the process of hearing about Him. Таков эффект, когда мы общаемся с Кришной через процесс слушания о нем. Prabhupada says these are practical tests for one who has actually given a submissive hearing to the readings of the Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада поясняет, что таков практический тест, проверка того, кто слушает должным образом послание Шримад Бхагаватам. So we should be free from misery, illusion, fearfulness. All of this Maya should be destroyed. If it is, that means we understand we're hearing properly from proper source. И это таков практический эффект и опыт, что когда мы слушаем, все наши страхи, иллюзии и недопонимания разрушаются, переживания, беспокойства. И если это происходит, когда мы слушаем, это означает, что мы слушаем из достоверного That's the источника. effect we should be perceiving. Таков эффект, который мы должны получать. And if that's not happening, it simply means we're not hearing from proper source. И если такого не происходит, это означает, что мы не слушаем из достоверного We're источника. not properly hearing, or we're not properly hearing from proper source. Мы либо не слушаем правильным образом, либо мы не слушаем из достоверного So источника. Prabhupada says we should not hear from materialistic persons. И Шрила Прабхупада поясняет нам, не следует слушать материалистичную Those who личность. speak Srimad Bhagavatam as a business. Те, кто произносят темы, связанные со Шримад Бхагаватам, как бизнес. This will never be effective in purifying our consciousness and developing our transcendental realization. Такой процесс никогда не будет эффективным в развитии нашей трансцендентной реализации. It says a third-class devotee therefore has to go to personality of devotee Bhakta Bhagavata to learn this process of devotional service. И поясняется, что преданный третьей категории должен обратиться к личности Бхагаватам для того, чтобы обучиться этому процессу.
Such a personality of devotee is not a professional man who earns his livelihood by the business of the Bhagavatam. Такая личность ничего общего не имеет с профессионалом, который зарабатывает на свою жизнь через декламацию этих повествований Persons Шримад Бхагаватам. are reciting Bhagavatam as a business Они не произносят Шримад Бхагаватам как бизнес, to make money. для того, чтобы заработать деньги. Pranam, pranami, looking for money, looking for worship. Есть пранами, они ищут деньги и они ищут поклонение. They are businessmen. Такие личности являются The бизнесменами. professional man making a living out of reciting Bhagavatam. Это чтецы-профессионалы, которые зарабатывают на свою жизнь, читая эти темы, повествования, связанные со Шримад Бхагаватом. We should not hear from such persons. Нам не следует слушать таких личностей. Prabhupada says this sort of hearing for your own sense pleasure from professional men has spoiled the whole process. Шрила Прабхупада поясняет, что такое слушание от чтецов-профессионалов свело на нет эту практику. Although these messages of Godhead are transcendental subject matters, Хотя эти повествования являются трансцендентными темами, such transcendental matters are not to be received from professional men такие трансцендентные повествования не следует воспринимать от чтецов-профессионалов, who spoils them as the serpent spoils milk simply by the touch of his tongue. которые сводят на нет всю эту практику, подобно тому, как ядовитая змея, прикасаясь к молоку, сводит на нет это So we молоко. must not hear from professional person, we must hear from pure devotee. Не следует слушать чтецов-профессионалов, необходимо слушать чистых преданных. Otherwise it's materialistic devotees, В kanishta-adhikari. противном случае это материалистичный преданный, каништа-адхикари, Materialistic devotee, материалистичный we should преданный. not hear from them. От него не следует слушать об этом. Prabhupada says in 116 purport, Шрила Прабхупада в комментарии к 1.1.6 Бхагаватам говорит: no one should be allowed to sit on the Vyasasana никому не следует позволять садиться на Вьясасану, who is not spotless in character который не является безупречным в своем характере, and who is not freed from the above mentioned vices. и кто не освободился от вышеупомянутых пороков. He not only should be freed from all such vices, sinful activities, Он не только должен быть свободным от всех этих пороков или греховных поступков, but must also be well versed in all the revealed scriptures or in the Vedas. но он также должен быть хорошо сведущим в ведической литературе. To hear and explain them is more important than reading them. Слушать и объяснять эти повествования является более важным процессом, чем их чтение. So to hear is more important than reading. Итак, слушать это является более важным, нежели читать. One can assimilate the knowledge of the revealed scriptures only by hearing and then explaining what he's heard. Личность может понять этот смысл ведической литературы, только слушая и объясняя его. People try to read it and gather information and knowledge, but that is not how one receives this transcendental knowledge. Люди пытаются читать и получать эту информацию, знания, однако это не то, как личность обретает знания. Shruti means to hear. This is a process of hearing. Шарути означает слушание, это процесс слушания. Prabhupada says to hear and then to speak what you heard is more important than reading. Шрила Прабхупада объясняет слушать и потом объяснять то, что ты услышал, это является более важным. One can assimilate, one can truly understand this knowledge only, or Prabhupada says, simply by hearing and explaining what he's heard. Шрила Прабхупада здесь объясняет, что личность может постичь это знание только слушая и объясняя то, что он услышал. So one who has not heard from proper source, he cannot truly understand it. Личность, которая не услышала должным образом из достоверного источника, не способна понять это. He cannot understand it simply by reading books. Она не может понять это просто читая He книги. must hear from one who understands it, who has realized Мы it, должны слушать это ту личность, которая осознала это, которая понимает это, who has understood it and realized it by hearing from his spiritual master. которая осознала это в процессе слушания от своего самореализованного духовного This is учителя. Parampara system. Вот это называется система This is the Парампары. way that one can understand Krishna. Это то, каким образом личность может понять Кришну. Hearing is called Shravana, and explaining it is called Kirtana, Prabhupada says. Слушание означает Шравана, а объяснение это называется Киртана. The two processes of Shravana and Kirtana
are of primary importance to progressive spiritual life. Два процесса с Шраваном и Киртаном являются самыми важными процессами в продвижении в духовной жизни. Only one who has properly grasped the transcendental knowledge from the right source Только та личность, которая обрела это правильное понимание с трансцендентного источника, by submissive hearing через процесс смиренного слушания, can properly explain the subject. может правильно объяснять тему. This is a very, very important statement. Это очень-очень важное утверждение. Very important. Очень важное. Only one who's properly grasped, who's assimilated, understood this knowledge, who's realizing it, Только та личность, которая правильным образом усвоила это знание, поняла это знание. how by submissive hearing from the right source, bona fide spiritual master. И каким образом она это сделала? Через смиренное слушание из достоверного источника, от истинного духовного учителя. Only hearing submissively from such a person can one realize and assimilate this truth. Только смиренно слушая из такого достоверного источника, личность может усвоить это знание абсолютно And истинно. only Prabhupada says, can he properly explain the subject? И Шрила Прабхупада говорит, что только такая личность способна правильным образом объяснять это So if one has not heard properly from proper source, he cannot speak properly. Если личность не услышала должным образом из достоверного источника, она не способна правильно объяснять. This is a very, very important point. Everyone wants to be speaker, preacher, right? Это очень важный момент. Все хотят быть рассказчиками, проповедниками. But unless we hear properly from proper source, what will we speak? Однако до тех пор, пока мы не услышим правильным образом из достоверного источника, что мы будем говорить? If we're talking to someone who's misunderstood, that means we'll also misunderstand, so anything we speak will be misunderstanding. Если мы обучены той личностью, которая сама не понимает до конца этих тем, то это означает, что нас обучили недопониманию. И поэтому что мы сможем говорить? Therefore, the Krishna will not enter into such words. И Кришна не войдет в такие слова. So we'll have no transcendental potency to purify our consciousness. Поэтому таких слов не будет трансцендентной силы для того, чтобы очистить наше And сознание. instead of becoming enlightened, we become contaminated and even more confused. И вместо того, чтобы быть просветленными, мы оскверняемся, еще больше заблуждаемся. Prabhupada in a Bombay lecture, April 1, 1974, Шрила Прабхупада говорит в лекции в Бомбее 1 апреля 1974 года. Prabhupada says this Krishna consciousness movement is to give chance to everyone to hear about Krishna. И он говорит, итак, это движение сознания Кришны предназначено для того, чтобы дать шанс каждому слушать о Кришне. This is the first process, Shravanam. Вот в этом первый процесс, Шраванам. And one who has heard very nicely about Krishna, И та личность, которая должным образом услышала о Кришне, they can speak nicely about Krishna. такие личности могут должным образом говорить о Кришне. One who's heard very nicely about Krishna, he can speak very nicely Та about личность, Krishna. которая правильно услышала о Кришне, она может говорить о Кришне. And he must speak. И он должен говорить. You cannot remain without speaking. Ты не можешь не говорить. This is the result of Shravanam. Вот таков результат Шраванам. So one who's properly heard, he speaks. Поэтому тот, кто должным образом услышал, он говорит. And speaking, this kirtan is another word or another name of Shravanam. И вот это вот рассказывание киртаном, это другое слово для Шраванам. Shravanam kirtanam. Шраванам киртаном. One who has heard very nicely, he must speak or preach. Та личность, которая услышала хорошо, должным образом, она должна говорить, So if проповедовать. we don't hear very nicely from proper source and get proper understanding, we cannot properly speak or preach. Если мы не будем слушать должным образом из достоверного источника и не поймем, то как мы тогда сможем говорить? When I first came to Srila Gaura Maharaj, I was telling you that I thought I was there just for a short time and then I was going to run back and go and be preacher, continue with my preaching service. Я вам рассказывал уже, когда я приехал впервые к Шриле Гордине Свами Махараджу в Индию. Я думал, что я какое-то время пробуду здесь небольшое и потом вернусь к своему служению проповеднической деятельности. And Maharaj was very encouraging. И Махарадж воодушевлял меня He said, that's very nice. и сказал, это очень хорошо.
But unless you hear first and properly, what will you preach? Однако до тех пор, пока ты не услышишь должным образом, правильно, что ты будешь проповедовать? If you don't understand it, what are you going to preach? Если ты не понимаешь, тогда что ты будешь If you проповедовать? don't hear it and understand it first, what are you then going to speak? Если ты не услышишь и не поймешь это сначала, то тогда что ты будешь рассказывать? You'll have no У realization. тебя не будет реализации. You'll have so much У misconception, тебя будут so множество much недопониманий, misunderstanding. неправильных восприятий. So your speaking will be that you'll just share your mental speculation И что тогда ты будешь говорить? Ты просто-напросто будешь делиться своими and умственными your theoretical спекуляциями understanding, и misunderstanding. своим теоретическим пониманием и недопониманиями. So Maharaj said, first hear and understand it. Поэтому Махарадж сказал сначала услышь и пойми это. Realize it, practice it in your life, Осознай это, практикуй это в своей жизни. assimilate it. Поглоти это. Then you speak what you've heard and what you've И realized. тогда ты говори то, что ты услышал, и то, что ты осознал. Then it will have potency. Тогда это будет иметь силу. Then it will be effective. Тогда это будет эффективно. Otherwise, you're just spreading your В misunderstanding. противном случае ты будешь распространять свои And недопонимания. it may sound spiritual, but it's just material vibration. И может быть это будет звучать как нечто духовное, но это будет материальной вибрацией. That's why we have to find out who are we hearing from. Поэтому мы должны определиться, кого мы слушаем. And how do we know that what they're saying is actually absolute, is actually true? И каким образом мы можем знать по-настоящему, что то, что они говорят, является абсолютной истиной. How do we know that that vibration is transcendental? Откуда мы можем узнать, что эта вибрация трансцендентна? And if it's not, then therefore it cannot purify us, it cannot give us proper И understanding. если эта вибрация не трансцендентна, она не может очистить нас и не может нам дать правильного понимания. Prabhupada says in 2.3.20 purport, Шрила Прабхупада в комментариях 2.3.20 говорит: messages of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam should be preached all over the world, very loudly. послания Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам должны проповедоваться по всему миру очень громко. That is the duty of a pure devotee, Такова обязанность чистого преданного, who has actually heard about them from the perfect sources. который в действительности услышал об этих посланиях из достоверного источника. Many want to speak something to others, Многие хотят говорить что-то другим, but because they are not trained to speak on the subject matter of Vedic wisdom, однако поскольку они не обучены говорить на темы ведической мудрости, they are all speaking nonsense. они все говорят глупости. And the people, they're receiving them with no sense. И люди воспринимают их без всякого здравого смысла. So they're not trained properly to understand it. Они не обучены правильно, чтобы понять это. Therefore, they're not trained to speak it. Поэтому они не могут обучить других говорить So об they're этом. speaking all kinds of nonsense. Поэтому они говорят многие разные It's all глупости. just mental Это speculation все просто-напросто умственные and mental спекуляции concoction и умственные выдумки with material desire с материальными and желаниями, material conception. с материальными концепциями. And the foolish people, they're receiving it with no И sense. глупые личности воспринимают это без всякого здравого смысла. They cannot discriminate. Они не способны проводить различия. So we have to have sufficient intelligence by Krishna's mercy to be able to properly discriminate. Поэтому по милости Кришны у нас должен быть достаточный разум, чтобы быть способным проводить различия. Who should we actually submissively hear from? Кого мы по-настоящему должны смиренно What are слушать? his qualifications? What are the symptoms and qualities that he has? Какова его квалификация, каковы качества он проявляет? And most important thing is, who is he heard from? И самое важное, это от кого он сам услышал. Right? Правильно? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, if somebody comes and wants to give you some gold, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, если кто-то приходит к тебе и хочет дать тебе золото, you should try to find out what mine it came from. ты должен узнать, а из какого золотого прииска это золото. You see? So bona fide disciple, one who's been trained to preach by being trained to hear, only he can speak. И поэтому только та личность, которая была обучена правильно слушать,
достоверным источником, только она может говорить. Under the instructions and the authority of his spiritual master. Под наставлениями и авторитетом своего духовного учителя. Such spiritual master knows in whose ear this katha is entering. Такой духовный учитель знает, в чьи уши вошла эта Кришна-катха. He knows who's accepting it with faith. Он знает, кто воспринимает эти послания с верой. And who's applying it in his own life and has realization as a result. И кто применяет это в своей жизни, имеет реализацию в результате Then этого. he instructs such a disciple, now you go and you speak. Тогда он наставляет такого ученика, теперь ты иди и говори. You become preacher. Ты стань проповедником. And what are you going to И preach? что ты будешь проповедовать? My Guru said, you speak, you preach what your spiritual master, what you have heard. Мой Шрила Гурудев объясняет, ты будешь идти и будешь говорить и проповедовать то, что ты услышал от своего духовного учителя. As it is. Так, как это So было we дано hear тебе. perfect knowledge from a perfect person. Если мы слышим совершенное знание от совершенной личности, And we hear it perfectly. и мы совершенным образом слышим это, Then when we speak, we'll speak perfect knowledge. тогда, когда мы говорим, мы будем говорить совершенное знание. That is parampara. Вот это называется One who парампара. is not properly heard in parampara, he cannot speak, he cannot transmit that message as it is. Такая личность, которая не услышала правильным образом, она не способна передать это послание так же. Therefore, those words do not have transcendental potency. Поэтому такие слова не будут иметь трансцендентной силы. And we read the other night, it will have no effect. И мы уже другим из вечеров читали, что в этом вибрации не будет силы. Prabhupada in a room conversation, May 10, 1969. Шрила Прабхупада говорит это в разговоре в комнате 10 мая 1969 года. Prabhupada says hearing is very, very important. Шрила Прабхупада объясняет, слушание очень важно. Hearing, just like Arjuna heard from Krishna. Слушать точно так же, как Арджуна услышал Кришну. Right? People say, oh, I'm reading the books, I'm hearing. No, Prabhupada said, just like Arjuna heard from Krishna. Люди говорят, нет, я слушаю, читаю книги. Нет, Шрила Прабхупада говорит здесь, точно так же, как Арджуна слышал Кришну. Prabhupada said in other places, from the lips, from the mouth, from the lips to the ear. И в другом месте Шрила Прабхупада говорит, необходимо слушать звук, исходящий из уст, изо рта и входящий в ухо. Just like Arjuna heard from Krishna. Точно так же, как Арджуна услышал Кришну. Prabhupada says, because I was serious for hearing, Шрила Прабхупада объясняет, поскольку я был очень серьезен, слушая. therefore now I am serious about kirtanam. Поэтому сейчас я серьезен в киртаном, Means speaking or preaching. а именно рассказывать или проповедовать. So today in the verse we're saying very inquisitive student. И сегодня в стихе мы прочитали серьезный и пытливый ученик, One who's extremely inquisitive. Prabhupada says this is a very, very good qualification. который серьезно устремлен. Шрила Прабхупада объясняет, это очень хорошая квалификация. So one who's very inquisitive to hear, Prabhupada says now I'm becoming very serious about speaking and preaching. И Шрила Прабхупада говорит, поскольку я серьезно и пытливо слушал, теперь я таким же образом рассказываю. Prabhupada says, so one who is serious about hearing, he can become a future nice preacher. И Шрила Прабхупада объясняет, что тот, кто сейчас слушает хорошим, должным образом, впоследствии он может быть хорошим проповедником. Shravanam kirtanam. Шраваном, киртаном. Next stage is then developed. И тогда следующая стадия развивается. If one has actually heard nicely, then he will speak nicely. Если человек услышал должным образом, тогда он будет рассказывать правильно. Doesn't that make sense? Это понятно? If we don't hear nicely and understand nicely, how can we speak nicely with proper understanding? Если мы не услышали должным образом, как тогда мы сможем рассказывать с правильным пониманием? Prabhupada says, Shravanam kirtanam, smaranam. Then consciousness will automatically develop. И Шрила Прабхупада поясняет, Шраваном, Киртаном и тогда Смараном в сознании автоматически развивается. Because when you speak or you hear, Потому что когда вы говорите или когда вы слушаете, unless your mind is concentrated, до тех пор, пока ваш ум не your сосредоточен, consciousness is right, до тех пор, пока у вас неправильное сознание, you cannot rightly hear or speak. вы не сможете правильным образом ни слушать, ни говорить. So to nicely speak means you also have to hear nicely what you're going to speak. И для того, чтобы говорить, это означает, что ты должен очень хорошо знать, что ты будешь говорить. So when you're concentrating your mind and hearing what you should speak and then you're speaking it, it's
total concentration on Harikatha, krishna-katha. И поэтому, когда вы говорите перед этим, вы очень сосредоточенно слушаете, что вы должны говорить, и после того, как вы произносите, вы это в реальности It means слушаете. direct contact with Krishna. Это означает концентрированные эффекты, And где вы Krishna, like the sun, is the purest of the pure. прямо соприкасаетесь с Кришной. И Кришна, он подобен солнцу, он наичистейший из всех чистых. So the heart consciousness become completely И purified. поэтому наше сознание полностью That очищается. is the effect of hearing Таков эффект слушания, and speaking. а также и рассказывания. Prabhupada in a Delhi Srimad Bhagavatam lecture, Шрила Прабхупада в лекции по Шримад Бхагаватам в Дели this is November 8, 1973. 8 ноября 1973 года. Prabhupada said, that is described here, Shrotavya. Шрила Прабхупада говорит, это описывается здесь, You Шротавья. have to understand. Вы должны понять. How will you understand? И как вы поймете? By hearing. Слушай, God has given you the ear. Господь дал вам уши. If you simply hear, Если вы просто слушаете. Prabhupada says, if you simply hear twice, Шрила Прабхупада говорит второй раз, если вы просто слушаете. no question of it, there's no question of education. Нет речи о том, чтобы иметь какое-то предварительное It образование. is not the one who's not educated that he'll not be able to understand what is Это God. не то, что до тех пор, пока личность не образована, она не сможет услышать и понять Бога. He will understand if he simply hears with his ear. Личность поймет Господа, если она просто-напросто будет слушать. Prabhupada says, therefore we're opening so many branches Шрила Прабхупада говорит, поэтому мы открываем так множество наших центров. just to give people the chance of hearing. Просто для того, чтобы дать людям шанс слушать о нем. This is the point of the centers. В этом смысл центров. To allow people to hear about Krishna. Позволить людям слушать о And Кришне. hearing about Krishna means one's consciousness will be completely purified. И слушание о Кришне это означает, что сознание личности будет полностью очищено. And one will be attracted and attached to associating with Krishna through this process of hearing and И chanting. таким образом личность будет привлечена и привязана к слушанию повествования о Кришне. And by that purity and by that advancement in devotional service, then Krishna reveals himself to that devotee. Благодаря такой чистоте и продвижению в преданном служении Кришна являет себя своему преданному. Krishna says, by bhakti, especially this hearing and chanting, I will reveal myself to И you. Кришна говорит, благодаря бхакти, в особенности этому слушанию, повторению обо мне, я явлю себя Krishna тебе. says, as you surrender unto me, then I'll reward you. Кришна говорит, как ты предаешься мне, соответственно, я награждаю тебя. So as we're surrendering to the hearing and chanting process, Krishna is revealing himself to us. И по мере того, как мы предаемся этому процессу слушания и повторению о Кришне, Кришна являет себя нам. Baba said, this is why we're opening so many branches, just to give people the chance of И hearing. Шрила Прабхупада поясняет, что именно по этой причине мы открываем так много центров, для того, чтобы дать людям возможность слушать. No sleeping, hearing. Никакого сна, слушать. Don't lean against the wall, you'll fall asleep. И не нужно прикасаться вот к стенке, вы засыпаете. All right? As soon as you perfectly hear, Как только вы совершенно слушаете, then the next position automatically will be to glorify. тогда следующее действие это будет автоматическое прославление. Just like these European, American boys, Prabhupada says. Шрила Прабхупада говорит, как эти юноши из Европы и Америки. First of all, they heard. Сначала они услышали, Now they're preaching. сейчас они проповедуют. Shravanam, Kirtanam. Шраванам, Киртанам. Because they have perfectly heard, therefore they are very enthusiastic to speak, to preach. Потому что они совершенным образом услышали, теперь они испытывают энтузиазм рассказывать это. If one has actually heard and knows about God, the next stage will be that he'll be very much enthusiastic to speak to others. Если личность, она услышала должным образом, тогда она будет испытывать энтузиазм, чтобы рассказывать об этом другим. And that is preaching. Вот это называется проповедь. It's automatic. One who nicely hears, he gets nice experience, he automatically wants to preach and speak. Это автоматически происходит. Та личность, которая услышала должным образом, она естественно хочет говорить другим об этом. So this Prabhupada in one letter to his disciple, Шрила Прабхупада говорит в письме к одному из своих учеников. this is 14 November 1974. Это 14 ноября 1974 года. Prabhupada says, somebody must speak, Кто-то, Шрила Прабхупада говорит, должен говорить. and you have taken the task.
И ты принял на себя эту задачу. And I offer you my thanks. И я говорю тебе спасибо. You are an elder disciple and you have heard what I am speaking. Ты старший ученик, и ты услышал то, что я говорю. So you should just speak what you have heard, and it will have potent effect. Поэтому ты должен говорить только в точности то, что ты услышал, и тогда у этого будет сила. So just speak exactly what you heard from right source, and it will have potent effect. Ты просто говори то, что ты услышал из достоверного источника, So и тогда это будет иметь эффект. It's very easy, because then you just see how is Prabhupada preaching. Вы посмотрите, это очень легко. Посмотрите, как Шрила Прабхупада How проповедует. and what is Prabhupada preaching? Как и что он проповедует. How and what is Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur preaching? Как и что проповедует Бхактисиддханта Сарасвати Такур. How and what is Srila Govinda Maharaj speaking? Как и что говорит Шрила Горгавинда Swami And Махарадж. then you see who is speaking exactly like that. И вы посмотрите потом сами, кто в точности говорит таким же образом. Then you can understand who is following. Вы тогда сможете понять, кто следует за ними. So many people are doing and saying and preaching so many different things, so many different ways. Так много разных преданных, которые проповедуют и говорят такими разными способами и о разных вещах. But this is not what our spiritual master in Parampara has spoken, or what he speaks, or how he's preaching. Однако это не то, что наши духовные учителя и наши парампара говорит, или каким образом они учат. So how will there be any potency? И каким образом тогда в этом будет сила. One must speak what he's heard from his spiritual master. Личность должна говорить то, что она услышала от своего духовного учителя. First one must practice it, then he must speak it. Сначала личность должна практиковать это, а потом So говорить. one who's not practicing and speaking what his spiritual master spoke, then he has no right to try to preach. Поэтому та личность, которая не услышала и не проповедует, и не говорит то, что его духовный учитель говорил, у нее нет права говорить, It's all проповедовать. concoction. Это все называется домыслами. You see? Talking about past life regression, Например, речь о регрессии в прошлую жизнь, communication skills, conflict resolution, опыт, как это называется, искусство общения или социальные какие-то вещи. right? Hatha yoga, Или, например, техно по хатха-йоге, Ayurveda. или по аюрведе, What else do we have going on? Что у нас еще Modern происходит? psychology, современная психология, right? Empathetic speaking, беспристрастное слушание, family counseling, или семейные, как это, консультации. right? Did Prabhupada speak like that? Шрила Прабхупада говорил таким образом. Did Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur preach like that? Бхактисиддханта Сарасвати Такур проповедовал Did таким Srila образом. Govinda Maharaj preach like that? Шрила Горгавинда Swami Махарадж проповедовал таким Did образом. any previous acharya ever preach or speak like that? Кто-то из предыдущих ачарьев говорил таким образом или проповедовал таким образом. There's no potency. Поэтому в этом нет силы. We're supposed to speak what we have heard and what is the example of our spiritual master. Предполагается, что мы говорим то, что мы услышали, и каков пример нашего духовного учителя. This will have effect. Вот это и будет нести Because this силу. is эффект. transcendental, this is spiritual. Потому что это трансцендентно, это духовно. And all of these other things have nothing to do with pure И bhakti. все другие вещи ничего общего не имеют с чистым It's бхакти. all to do with the material mind and the material body and the material experience. Они все имеют отношение только к материальному уму, к материальному телу и к материальному опыту. And sometimes devotees say, well, you know, it's just like a gradual process, И иногда преданные говорят, ну это же ведь постепенный процесс. right? We got to try to attract them in this way, И мы должны привлечь этих личностей таким образом. right? But Srila Prabhupada, he went and spoke to the hippies in New York City, right, in San Francisco. Однако Шрила Прабхупада пошел и говорил для хиппи в Нью-Йорке, в Most Сан-Франциско. degraded position they were in, Самое деградированное положение, в котором вы только можете представить. taking so much heavy drugs, Которые принимали серьезные наркотики. LSD, marijuana, И ЛСД, марихуана. all these heavy drugs. Все эти серьезные наркотики. They become like madmen. You see the videos back then, they're a bunch of crazy fellows. It looks like an insane asylum. Если вы посмотрите вот эти видеосъемки в самом начале, то вы просто-напросто поймете, это просто кучка сумасшедших, сумасбродов, там, они просто под состоянием наркотического воздействия. Did you ever see those videos in 26nd Avenue? Вы видели эти видео на 26-м авеню? Did you ever see them? Вы видели их вообще? Have you seen them?
Видел? Some of them, right? You look at the crowd. You look at these people in the crowd. They look completely insane. Вы посмотрите на этих людей, они выглядят полными безумцами. They're just standing there. They're completely out of their mind. Они просто сидят, голова у них там трясется, они просто вне своего ума. Totally intoxicated with heavy drugs. Они полностью находятся под состоянием дурмана. Это серьезные наркотики. Dirty, filthy. Они очень грязные. Hippies. Хиппи. Rolling on the ground. Катаются там по земле. Naked, acting like animals. Раздетые, действуют как животные. So who's in a more degraded condition than those persons were? И кто в более деградированном положении, чем те личности. And did Prabhupada say, well, I'm going to talk about their past life regression? И Шрила Прабхупада сказал им, ну что ж, мы поговорим о регрессии в прошлую жизнь. I'm going to engage them in hatha yoga. Или я вовлеку их в хатха-йогу. And treat them with Ayurveda. Или буду учить их аюрведе. And deal with their mental problems by discussing modern psychology. Или мы порешаем их психологические проблемы через занятия по And психологии. then the problems they have with their family, I'll discuss conflict resolution and family counseling. Или те проблемы и конфликты, которые у них возникают в семьях. Ну что ж, мы у них сделаем такие занятия по разрешению конфликтов. No, Srila Prabhupada had unflinching faith that if these persons develop in pure bhakti, automatically everything will be solved. Нет, у Шрилы Прабхупады была непоколебимая вера в то, что если эти личности разобьются в чистом бхакти, то автоматически все проблемы будут решены. Prabhupada decided that the best way to help these people was to speak about pure bhakti. Шрила Прабхупада решил, что самый лучший способ помочь этим людям это говорить о чистом бхакти. That this is the actual solution Что это является истинным решением. to all of the problems. Решить все проблемы. So why are we not doing what Prabhupada И did? почему мы не делаем то, что Шрила Прабхупада Why are we not делал? having unflinching faith in the decision that Prabhupada made how to actually help these most degraded И personalities? почему мы не имеем это непоколебимой веры в то, что Шрила Прабхупада считал, каким образом помочь этим личностям, наиболее деградированным личностям? That means they don't have faith. Это означает, у них нет веры. They think their spiritual master was wrong. Они думают, что духовный учитель ошибался. They think Prabhupada didn't quite get it right. Они думают, что Шрила Прабхупада не совсем разобрался, как это нужно There's сделать. some better way to reach these souls and to elevate these souls. Есть какие-то лучшие способы, каким образом достучаться до этих душ и возвысить их. That means they're deviating from the instructions of their spiritual Это master. означает, что они отклоняются от наставлений своего They're духовного not учителя. doing or speaking what their spiritual master did or spoke. Они не делают и не говорят то, что их духовный учитель делал и говорил. Therefore, it cannot be successful. Поэтому у этого не может быть успеха. Temporarily, you might think there's some kind of success, but they cannot be successful. Временно может показаться, что есть какой-то успех, но в Without mercy действительности нет and успеха. blessings of Mahaprabhu and the previous acharyas, there can be no success. Без милости и благословений Махапрабху предыдущих ачарьев не может быть успеха. It's all just material adjustments Это просто-напросто все материальные приспособления, without solving the root of the problem. не решая при этом корня проблемы. That's why it won't work. Вот по этой причине это не сработает. So that means that they've not heard properly. Это означает, что они не услышали They've должным not образом. heard with faith. Они не услышали с верой. And therefore they're not practicing, following, or speaking what they saw and what they heard. И поэтому они не практикуют и не говорят то, что они услышали или то, что они видели. There'll be no potency. И тогда не будет никакой Prabhupada силы. says here, you should speak what you have heard, then it will have potent effect. Шрила Прабхупада сказал, ты должен говорить то, что ты услышал, и тогда будет и This сила is в the этом. power of parampara, disciplic succession. В этом сила парампары, цепи ученической преемственности. Therefore, Prabhupada says we have a great responsibility to present Krishna's words without any change, as it is. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, на нас лежит большая ответственность представить слова Кришны без всяких изменений, такими, как они есть. Prabhupada in the Bombay lecture, November 10, 1970. Шрила Прабхупада говорит в лекции в Бомбее 10 ноября 70 года. As a preacher, we should simply speak the real truth. Как проповедники мы должны просто-напросто говорить просто об абсолютную истину. There's no question of corresponding with your ideas, and then their ideas, and then another idea. No. Нет речи о том, чтобы прояснять его идеи, потом того идеи, потом этой идеи. Нет. Whatever we know,
whatever we have heard from our authorities, that will speak. Все то, что мы знаем, все то, что мы услышали от своих авторитетов, это мы будем говорить. What we have heard and what we have realized, that will speak. Все то, что мы услышали и осознали, это мы будем говорить. That's all. Вот и все. It may be somebody may know better than me. Может быть, So it may be that somebody may know better than me. может быть, что кто-то может знать лучше, чем я. That's another thing. Это другая уже вещь, другой вопрос. But I have to present what I have learned from my authority. Однако я должен представить то, чему я был обучен от своими авторитетами. That's all. Вот и все. Our authority is Krishna. Наш авторитет Кришна. Yare deka tare kaha Krishna upadesh. That is the spiritual master. Вот это духовный учитель. Who does not add or subtract from the talks of Krishna. He is spiritual master. Кто ничего не добавляет и не убавляет от речей Кришны, он является духовным He учителем. does not add, he does not subtract. Он ничего не добавляет, ничего не убавляет. One who adds and subtracts according to his whims, Тот, кто добавляет или убавляет в соответствии со своей прихотью, he is not a spiritual master. он не является духовным So учителем. all this adding and subtracting, that means he's not bona fide spiritual Все master. эти добавления и убавления, это сразу же указывает на то, что личность не является истинным духовным учителем. Prabhupada said he is not a bona fide spiritual Шрила master. Прабхупада говорит, эта личность не является истинным This is духовным Prabhupada's учителем. words. Don't hold me responsible. Таковы слова Шрилы Прабхупады, не нужно меня за это I'll порицать. get criticized for this. This is Prabhupada's words. Меня за это критикуют, но это в действительности слова One Шрилы who adds Прабхупады. and subtracts according to his whims, he is not a bona fide spiritual master. Тот, кто добавляет или убавляет в соответствии со своими прихотями, не является истинным So духовным you see учителем. who's adding and who's subtracting. Поэтому ты сам смотри, кто добавляет и кто You убавляет. do the math. You figure it out. Ты давай решай эти математические уравнения и сам разберись в этом. Not that, in my opinion, this is my opinion. Не то, что это мнение или по моему мнению. I give this interpretation. Я даю такую интерпретацию. He is not authorized, Prabhupada said. Он не авторитетен, говорит Шрила Прабхупада. And the morning walk in Mayapur На утренней прогулке в Майпуре, is January 22, 1976. это 22 января 1976 You года. see, I'm quoting authority. Видите, я цитирую авторитеты. We accept Srila Prabhupada's authority. Мы принимаем Шрилу Прабхупаду за авторитет. I'm quoting this Prabhupada's words. Я цитирую, это слова Шрилы Прабхупады. Persons come, they want to argue about this idea, this philosophy, this understanding, that understanding. Люди приходят и хотят ввести диалоги, споры по поводу этой идеи, по поводу этого понимания. You say like this, I say like this, you say like that. It's endless. Ты сказал так, я сказал это, потом мы сказали вот это бесконечно. What does authority say? Что авторитеты говорят? What does it say according to Guru Sadhu and Что Shastra? говорится в соответствии с гуру, саду, шастрами? Right? What does Prabhupada say? Что Шрила Прабхупада говорит? Prabhupada says in this walk that Arjuna, he said, iti shushu. Шрила Прабхупада говорит на этой утренней прогулке. Арджуна сказал, идти шушу. But you'll find it in the Bhagavad Gita. Вы можете найти это в Бхагавад-гите. I do not know whether it is correct, Я не знаю, правильно это или нет. but I heard it like that. Но я услышал это таким образом. I don't know if it's right or wrong, but this is what I heard, and this is what I'm telling you is the absolute truth. Я не знаю, это правильно или неправильно, но это то, что я услышал и говорю вам, это абсолютно истина. That is speaking. Вот это рассказывает. What you have heard from the authorities, То, что ты услышал от авторитетов. and of course, who's the authority, И, right? конечно же, кто эти авторитеты? Previous acharyas, Guru Sadhu Shastra. Это предыдущие ачарьи, гуру, саду и шастры. What you have heard from authorities, if you speak and you repeat that, that is real speaking. То, что ты услышал от предыдущих авторитетов, если ты говоришь, повторяешь это, вот это есть настоящее произнесение звука. Then, Pritibim sa sishyat. Then you'll be guru for the whole world. И
И тогда будет притхивим сашишья, тогда ты будешь гуру для всего мира. Prabhupada says, if you don't manufacture, Шрила Прабхупада далее говорит, если ты не придумываешь ничего, one who follows as it is, тот, кто следует так, как это есть, doesn't create new process, не создает новую практику, as manufacturing, не придумывает ничего. that means adding, subtracting. А если он придумывает что-то, это означает добавляет или Prabhupada убавляет. says he cannot be bona fide Шрила spiritual. Прабхупада говорит, он не может быть истинным духовным not учителем, authorized. потому что он не уполномочен. Bona fide guru giving a hatha yoga classes and charging money for that. Истинный гуру проводит занятия по хатха-йоге и снимает денежки с этих людей. Where has any previous acharya ever done that? Где, в каком бы то ни было месте предыдущий ачарья сделал этого? It's all concoction. Это It's all все manufacturing. Это все является выдумками. No, you домыслами. can't really give them pure bhakti. They're not really qualified. First, you have to get them to, do some yoga. О, мы не можем дать им чистого бхакти, они сначала должны будут сделать какую-то йогу. Let others do like that. Пусть другие занимаются этим. But we should strictly follow what the acharyas have done and said. Однако мы строго должны делать то, что предыдущие ачарьи сделали или And сказали. not manufacture anything. И не выдумывать ничего. Prabhupada says, who cares what is your opinion, what is my Шрила opinion? Прабхупада говорит, кому какое дело для твоего мнения или до моего мнения. Right? What is Krishna's opinion? Каково мнение Кришны? What is Krishna's pure devotee's opinion? Каково мнение чистых преданных Кришны? That should be quoted. Вот это то, что мы должны будем цитировать.